Добрый день! На сегодняшнем видеоуроке мы продолжим исследовать движение мышц височно-нижнечелюстного сустава. Предлагаю для начала повторить предыдущее упражнение, а также проверить, насколько наша нижняя челюсть может открываться в норме. Попробуйте согнуть руку, не ведущую. Если вы работаете правой рукой, для вас это будет левая рука. Если вы работаете левой, значит это будет правая. И откройте нижнюю челюсть. И попробуйте обратить внимание, сколько фалангов пальцев поместилось бы в вашу челюсть. Пожалуйста, не вставляйте ее внутрь, иначе придется ехать в травмпункт. Просто примерьте расстояние, медленно, не спеша. Заметьте, сколько это. И теперь попробуем выполнить комплекс упражнений. Еще раз медленно, не спеша. Помним, что двигаемся плавно и стараемся сделать движение максимально медленно. Ставим подушечки пальцев под нижнюю челюсть и выполняем движение челюсти вниз, медленно и вверх. Убедитесь, что ваш нос не двигается. Теперь мы фиксируем нижнюю челюсть и выполняем движение головой, включая короткие разгибатели шеи. И следим теперь за тем, чтобы нос двигался вертикально, плавно вверх и вниз. Теперь исследуем движение нижней челюсти вправо и влево. Переставляем пальчики на боковую поверхность нижней челюсти и смещаем челюсть вправо и влево. Опять следя за тем, чтобы наш нос не двигался. Теперь попробуем включить мышцы короткие разгибатели шеи в это движение. Переводим челюсть вправо, фиксируем ее. И доводим движение головой до нижней челюсти. Теперь влево. Отлично. Заканчиваем движение. И у нас остается движение еще челюсти, выдвижение ее вперед. Ставим пальчики на подбородок и медленно, не спеша, смещаем челюсть вперед и назад, добиваясь плавного и легкого движения. Постарайтесь не включать мимические мышцы, мышцы рта. Еще разок. И вот теперь мы готовы нарисовать движение, которое включает все эти мышцы. Мы попробуем нарисовать нижней челюстью квадрат. Опускать ее будем вниз, в нижний правый угол, в верхний правый и возвращать к центру. Как правило, когда человек возвращает к центру, очень часто челюсть перескакивает в другую сторону. Постарайтесь, чтобы движения были точные. Попробуем. И еще несколько раз. В естественный прикус возвращаем. И попробуем выполнить эти движения в другую сторону. Нам нужно будет выполнить вниз, нижний левый, верхний левый и вернуть к центру. Пробуем выполнить вниз. И последний раз. Отлично. А теперь мы добавим упражнение для круговой мышцы рта. Поставьте пальчик на нижнюю челюсть, на подбородок. Заметьте положение нижней челюсти. И теперь разомкните губы. Почувствуйте, как подбородок уходит назад, таким образом отодвигая нижнюю челюсть от верхней. Еще один раз убедитесь, что это так.
Очень часто круговая мышца рта бывает расслабленной, что приводит к ротовому дыханию, нарушается работа лор-органов и также приводит к тому, что нижняя челюсть уходит глубоко назад. Это провоцирует храп и также смещает подъязычную косточку. Мы попробуем делать небольшие упражнения, которые будут стимулировать работу круговой мышцы рта, улучшая и движение нижней челюсти, и работу лор-органов. Попробуем. Обхватываем губами свои зубы, верхние и нижние челюсти. Как будто мы убираем, делаем себе движение закрытия. И несколько раз выполняем движение щелчка, размыкая в таком положении губы, добиваясь достаточно характерного звука. И следим за тем, чтобы наша голова не участвовала в этом движении. Попробуем. Очень часто у многих людей вначале не получается звук. Не пугайтесь, это вполне нормально. Возможно, вы и не замечали, что не часто пользуетесь круговой мышцей рта. Поэтому выполняйте это движение регулярно. А теперь давайте посмотрим, что-то изменилось в открытии нижней челюсти. Мы еще раз сгибаем кисть и смотрим, как изменилось открытие нижней челюсти. Открываем ее и замечаем, стала ли она открываться шире. Выполняйте эти уроки регулярно, следя за тем, чтобы движения в нижнечелюстном суставе были плавные и легкие. Успехов!